Здравствуйте, я Александр Сагайдаков, и мы с вами сейчас продолжим разговор про строительство яхты моторно-парусной 25 метров. Сейчас вы видите, что она у нас готовая, у нее действительно высокая степень готовности. И хотел показать вам сейчас разговор по мачте. К нам пришли уже две мачты, изготовленные за границей. Эти мачты изготовлены, как вы видите, из двух частей. Это у нас грот-мачта, это бизань. Почему мы их сделали раздельными? Потому что привезти мачту длиной 27 метров это очень сложно, но тем не менее мачты алюминиевые, и мы их специально сочленение собираем и сделаем. В каждой мачте у нас предусмотрены гидравлические закрутки в мачту, предусмотрены гидравлические закрутки на стакселя, то есть достаточно хорошо, скажем так, для возможности хорошо управлять с флайбриджа всеми парусами, мы постарались сделать так, чтобы лодка была как можно больше, скажем так, вернее не так, как можно меньше ручного труда. Конечно, мачты красивые, мы их когда соберем, это сейчас будет происходить, мы их вам продемонстрируем, как это будет выглядеть. И могу сказать, я их уже видел собранными, я ездил с инспекцией, когда они полностью собранные, поэтому я думаю, что очень скоро, я думаю, что дней через 10 мы вам предъявим полностью собранные мачты и как выглядит система гидравлики, потому что оказалось, что на такую большую лодку все непросто. Я таких шкафов не ожидал. Прошу. Сейчас мы с вами находимся в кормовом блоке, где находится экипаж. Здесь же находится у нас сауна, из которой есть выход прямо в воду. Поэтому я думаю, что после сауны прыгать в замечательную морскую воду, наверное, это очень большое удовольствие. И напротив сауны находится санузел, для того, что достаточно просторный, чтобы можно было и принимать душ, если не хочется прыгать за борт, и, собственно говоря, выйти просто посидеть на палубу. Сейчас прошу посмотреть дальше. Сейчас есть та возможность, когда посмотреть, мы переукладываем кабеля и трубопроводы. То, что сейчас вы видите, это кормовое подруливающее устройство и небольшой участок, паёл, под которыми можно добраться до водоотливной помпы. Все остальные пространства у нас под паёлами заняты различными цистернами, поэтому, скажем так, найти живое место на лодке очень сложно. А сейчас прошу всех в машинное отделение. В машинном отделении, в этом машинном отделении находится достаточно большое количество оборудования, которое важно было разместить, потому что, скажем так, перепланировали машинное отделение мы, наверное, раза 3. В этом углу мы видим опреснительная установка, рассчитанная на 540 литров идеальной воды в час. Почему так много? Потому что здесь у нас много потребителей, и плюс у нас есть джакузи на 4 куба воды. Поэтому, конечно же, нас интересует, скажем, в море опреснительная установка, которая энергично будет наполнять цистерну пресной воды. Далее вы видите, это два спаренных системы, это гидрофоры, да, которые устроены таким образом, что постоянно работает один, и если что-то с гидрофором происходит, переключается на другой гидрофор, и работает второй гидрофор без потери, потому что когда яхта находится где-то в море и вдруг что-то происходит, ну, как обычно бывает, неожиданно, с двигателем что-нибудь, ну, всякое бывает, то для пассажиров практически не будет заметно, что произошло. Вот эта насыщенная клапанами и электродвигателями система, это система пожарная.
Да, то есть она устроена таким образом, наверху находятся шланги, где под очень высоким давлением, то есть из кормы большая струя до носа и вверх позволяет себе, скажем, потушить достаточно серьезный пожар. И от этой же системы у нас есть отвод на обмыв якорных цепей, да, то есть там у нас узкие струи, которые в трубе находятся, которые под очень большим давлением омывает цепь. Хотя я так, честно говоря, сейчас не помню. Я помню, что вроде бы как я ставил там отдельную помпу, чтобы не задействовать пожарную систему. Наверное, так. Извините, если я забыл. Два пожарных у нас аэрозольной системы, которые, собственно говоря, в случае пожара автоматически включаются. Да? Значит, мы вывели, если видно, и систему выхлопа для дизель-генератора с глушителями, да, вывели отдельно сепараторы топлива на дизель-генератор. Ну, скажем так, вроде бы как с трудом, но можно. То, что вы видите, они находятся синие. У нас все, что синие, это рабочие цвета. После того, когда мы все смонтируем, они все будут выкрашены в белый цвет. Сейчас мы видим незаизолированные подволоки, то есть я думаю, что где-то через дня 2-3 у нас будет идеально белый цвет, все, что нужно, подобрано, покрашено, и все будет прекрасно. Ну, понятно, за моей спиной мы видим, что есть один из двух дизель-генераторов, опять большие сепараторы на топливо, выведен система левого двигателя выхлоп. И вот мы от гидрофора бак вывели отдельно для того, чтобы не нагромождать этот стеллаж. Потому что, в принципе, все равно, где находится бак. Вот, но, тем не менее, его здесь легко достать и заменить, потому что у нас есть запасной бак. По центру мы видим два больших кинстонных, скажем так, ящика, но это не ящик, это цилиндрические варенные системы, от которых забирается вода в одну центральную магистраль. Из этой магистрали у нас идет охлаждение на двигатели, на систему дизель-генераторов, на опреснительную установочку и на охлаждение системы кондиционирования. Но они рассчитаны таким образом, что если забьется одна из решеток, если завьется на кинстоне, то одной достаточно, чтобы работали и оба двигателя, и дизель-генератор, пока мы перекрываем и открываем, скажем так, этот кинстон для того, чтобы его почистить и опять запустить вновь. Красным цветом это мы видим электрические клапана, которые отвечают за перекачку топлива из разных цистерн между собой в расходные цистерны. И, собственно говоря, эти датчики отражаются у нас на главном пульте. То есть на большом экране системы Bionix, да, вот, мы увидим один большой дисплей, в котором все цистерны находятся, которые мы, собственно говоря, руками можем понимать, в какую цистерну мы перенаправляем топливо, воду и, скажем, все, что есть в серых водах и в черных фекальных цистернах. Эта система кондиционирования голландской МАВы, мы ее ставили достаточно давно, очень хорошо себя зарекомендовала. И она у нас устроена таким образом, что по каютам у нас идет микроклимат по каждой каютке, но если мы включаем котел отопительный, то трехходовой клапан переключается на систему, и уже горячий антифриз идет по каютам, и достаточно горячий воздух, опять-таки регулировка температуры, находится по каютам, ну, что, собственно говоря, хорошо. И мы видим два больших бойлера по 100 литров, которые работают, скажем, как от 220 вольт, так и от второго контура главных двигателей, которые тоже дают горячую воду. Но основное потребление это, конечно, идет от котла.
Ну, в принципе, здесь, в общем-то, все понятно. Есть видеокамера, которая позволяет наблюдать за машинным отделением. Мы видим, что достаточно просторное место. Единственное, что здесь еще в этом месте достаточно для того, чтобы у нас здесь находился верстак с тисками. Здесь находятся стартерные аккумуляторы. И, собственно говоря, на этом, пожалуй, закончено. Мы видим машиноотделение просторное, ходить здесь удобно, мы не спотыкаемся, не приседаем и не лазим, несмотря на то, что салон находится пониже. Ну, постарались, я надеюсь, что, скажем так, механики и яхтсмены, которые сами занимаются, оценят. Жду каких-либо вопросов, комментариев с критикой. Кстати, что касается сервисных батарей, у нас большой объем литий-фосфат-железных аккумуляторов, которые, собственно говоря, сервисные, которые и, скажем так, система у нас этих аккумуляторов, инверторы, дизель-генераторы, ну, такая мощная система. Я иногда путаюсь, и электрики иногда меня ругают, когда я что-то рассказываю не так. Ну, я думаю, что, скажем так, вооружившись обучением нашего конструктора, инженера, электрика, он меня наставит на путь истины. Я попробую рассказать это, скажем так, не вызывая улыбки у специалистов. Прошу дальше. Сейчас мы находимся в каюте капитана. Она у нас полностью закончена. Мы сейчас сняли одну часть его кровати, и вы отсюда видите разделительный трансформатор, в который приходит прием питания с берега, и уже от этого трансформатора на главный распределительный счет идет береговое питание. То есть зачем это сделано? Чтобы у нас большие проблемы, связанные с электрохимической коррозией, мы могли отсечь. Это сейчас на подволоке мы видим итальянскую искусственную кожу морскую, для того, чтобы она не боится ни плесени, ни влаги, ни солнца. Ну, скажем так, это каюты, в общем-то, и весь блок экипажа, поэтому мы сделали его в светлых тонах, потому что помещения относительно маленькие, узкие, поэтому светлая порода дерева дает возможность, чтобы, скажем, здесь было светлее. Ну, с нашей точки зрения, ну, знаете как, думаем, что мы думаем так же правильно. Эта каюта у нас для экипажа, она тоже полностью у нас закончена. Двухъярусная кровать. Под этой кроватью, под паёлами находятся вот сервисные батареи литий-фосфат-железные. Скажем, под паёлами находится еще зарядное устройство. Доступ к ним есть через паёлину, есть свои шкафы, есть возможность повесить одежду. Ну, собственно говоря, здесь очень скоро вы увидите обеденный стол и скамеечки. Мы сейчас будем подниматься наверх, попутно это прием питания с берега, то есть у нас питание с берега уже есть на лодке, электрические кнопки подачи и сбора кабеля, то есть этот кабель руками не надо, вернее как, руками-то его надо, когда будет он выезжать с помощью электрического лебедки, которая подает кабель, которая забирает кабель, то есть его просто надо будет и подать, а потом, когда необходимо, отсоединив, нажимаем на кнопочку, и аккуратно он уходит внутрь, и там есть специальная пластмассовая бочка, где он аккуратно описывается кольцами. Здесь мы видим электрический двигатель под швартовную лебедочку, удобный поручень для того, чтобы подняться на верхнюю палубу. Мы видим, что уже у нас есть калитки, которые сделаны, чтобы можно было закрывать во время хода. Продвигаемся на флайбридж. Прошу вас. Это мы смакетировали уже, как будет выглядеть пост управления со штурвалом. Мы видим размещение оборудования.
живого места нет, но с другой стороны лодка насыщенная, и, конечно, здесь очень хорошо будет управлять. С этого места мы управляем лебедками. Отсюда капитану будет видно, скажем так, как отдыхают пассажиры в джакузи, чтобы, не дай бог, кто-то не выпал, и чтобы не было никаких травм. Джакузи мы уже установили, штатно остановим управление и, скажем так, будем заниматься накладкой тика. Здесь, наверное, нового ничего нет. Мы убрали отсюда камбус, его сейчас доделаем до конца. Это у нас, мы сейчас заканчиваем из морской фанеры, у нас есть уже готовые шаблоны сидения, которые мы сделаем, и мягкости. То есть через 10 дней, я думаю, что мы продемонстрируем вам, как это будет выглядеть с мягкостями и со столом. Здесь я расскажу на пальцах, пока этого еще нет. Это у нас над этой частью у нас будет находиться тентовое устройство. Управление, я не знаю, показывал я или нет, но у нас специальные два кресла двойные, да, которые становятся на пульте управления, чтобы вот этот замечательные морские песни, одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал, чтобы это было воплощено буквально. В этом месте у нас находится фундамент бизань мачты. Это у нас ахтерштаг на мачту, на которой будет тоже находиться еще один парус со своей скруткой. Здесь у нас будет располагаться большая лодка. Мы видим кран. Вот эти отверстия — это съемная нержавейка с леерными веревочными обрывами, которые мы повыдергивали, собрали и убрали внутрь. Когда лодка, надо ее спустить, да, и когда она здесь закрывает, чтобы она не мешала спуску лодки на воды. Когда лодка на воде, и мы видим, что это площадка для загара и для отдыха, конечно, восстанавливаем леерное устройство для того, чтобы никто не выпал за борт. Но очень важно, конечно, везде отнестись к безопасности, поэтому у нас достаточно высоты у нас все леера, для того, чтобы можно было не бояться, что кто-то может выпасть или кто-то пострадать. Да? То есть никаких тросиков, никаких ненадежных соединений, поэтому все очень и очень надежно. Прошу в салон. Здесь мы видим, находится выход пожарного шланга, о котором мы говорили снизу. Здесь же будет находиться сам пожарный шланг, для того, чтобы можно было его достать и достаточно, скажем так, управлять, для того, чтобы ходить где-то, если не будем на нашей яхте показывать, если где-то кто-то терпит бедствие на соседней яхте, чтобы мы могли с помощью нашего пожарного шланга помочь людям, у которых неправильно горит костер на палубе. Ну, это будет покрашено в цвет, собственно говоря, корпуса, поэтому мы ее не видим. А это вентиляционная решетка с защитным отбойным листом, для того, чтобы даже если сюда придет волна, ливень, неважно что, вода не может попасть в машинное отделение, потому что там у нас есть отбойный лист. То есть любая вода, которая сюда попадает, она стекает вниз и вытекает отсюда. Сейчас мы смонтировали уже джакузи. Вы видите, что мы начинаем монтировать палубное оборудование с электрическими лебедками. Готовим место под фундамент на грот-мачту. Вы видите, что мы уже подготовили путинцы для
вант, отводные блоки для управления парусами. Отдельно покажу очень большие шкафы для управления закрутками стакселей, которые мы повесим сюда. Сюда же еще дополнительно, кроме двух аккумуляторов для подруливающего устройства по 230 ампер-часов, еще здесь будут располагаться 4 аккумулятора по 250 ампер-часов для того, чтобы обеспечивать гидравлику для скрутки стакселей и грота и бизани. Ну, все скрутки, которые у нас присутствуют гидравликой. Прошу в салон. Наша сдвижная дверь, мы уже все подготовили, она стоит штатно. Это вырез под телевизор, то есть у нас с внутренней стороны стоит телевизор, для того, чтобы люди, расположившиеся на диване, могли смотреть передачи, новости, фильмы. Или, скажем, если это где-то не в Марине, а хорошо, скажем так, возле одинокого острова, люди могли потренироваться в караоке. Ну что ж, наверное, будет правильно. Это мы вывели еще один пульт управления для швартовки, потому что капитаны знают, как это важно, когда ты швартуешься, чтобы можно было смотреть, скажем, вдоль борта, смотреть на причальную стенку, для того, чтобы можно было регулировать, собственно говоря, газом-реверсом и подруливающими устройствами, для того, чтобы можно было красиво пришвартоваться, скажем, красиво и безопасно пришвартоваться к печальной стенке, для того, чтобы не бежать, не кричать. То есть на яхте вот 27 метров у нас один капитан с матросом, не торопясь всегда, благодаря такому посту управления, швартовались во всех маринах, чудесно, никаких проблем, и они всегда радовались, что есть такая возможность, а не швартоваться по видеокамерам из главного поста. Хотя из главного поста я, например, швартуюсь по видеокамерам. Но знаете как, опытный капитан говорит, можешь умничать, но лучше, когда есть еще дополнительный пульт. Прошу дальше. Мы закончили сейчас главный пост управления. То есть мы развели все кабеля, завели на все приборы. Теперь вот эта часть отдается под обтяжку черной кожей и установки этих приборов. То же самое, вот эта часть у нас будет черной кожей с защитным козырьком, для того, чтобы приборы, это место, не нагревались от солнца. Хотя у нас будет еще и специальная сетка снаружи по стеклам, для того, чтобы не нагревали стекла. Хотя они у нас стеклопакет, поэтому они, в принципе, у нас не боятся этой части, но тем не менее. Это, я уже показывал в прошлый раз, это пантографная дверь для того, чтобы капитан либо рулевой могли выскочить, скажем, не бегая через весь салон, а на борт и пробежать на нос либо в корму. И в то же время это дополнительная, скажем так, возможность для того, чтобы сквознячок шел через салон. С этой стороны мы видим законченную систему, это осушение воздуха система, да, то есть она забирает морской воздух влажный и, например, горячий, охлаждает, высушивает от влаги и по системе вентиляции идет либо в салон, либо по гостевым каютам. Прошу вниз.
Гостевая каюта практически у нас закончена. Вы сейчас с этой стороны тоже обратите внимание, что осталось только эта переборочка и подволок. Думаем, что через неделю мы сможем показать вам полностью готовую, вычищенную эту каюту. Для справки хочу сказать, что длина 2 метра, ширина 1700. Ну, специально меряем, и у нас заказчик говорит, что очень важно, чтобы это было. Здесь мы видим готовый санблок с мраморной столешницей, со своим краном, со своим унитазом. Душевая кабина кажется маленькая, но вот достаточно для того, чтобы принимать здесь душ. Прошу в носовую каюту. Ну, сейчас находимся в санузле виповской носовой каюты. У нас 2 санузла. В этом санузле есть опять-таки мраморная столешница со своим умывальником, биде, туалет. А напротив мы видим сейчас еще один умывальник и большую душевую кабину. Вот это большая душевая кабина, в которой, ну, очень просторно. Единственное, что может быть мутно, но поверьте, что она по размерам большая. До такой степени, что можно мыться вдвоем. Эту часть каюты я уже показывал. Скоро будем ее заканчивать. И маленький обзорчик по кормовой каюте. Прошу. Сейчас мы находимся в каюте владельца. Уже штатно установили итальянский кожаный диван. За нами выгораживается окно, которое будет закрыто римскими шторами. Это у нас будет огромное зеркало с бра. И с левой стороны вход в санузел. Специально предусмотрели так, чтобы можно было, скажем так, на каждой тумбочке можно было поставить чашку кофе. Вот. Ну или не чашку кофе, для того, чтобы можно было наслаждаться беседой и, собственно говоря, очень комфортно сидеть. Большая кровать, с нашей точки зрения, очень большая, со своими прикроватными тумбочками. Офисный стол со своими лампами. Мы видим одежный шкаф большой со своими полками. Много места и шкафчиков под кроватями, в тумбочках. Ну, собственно говоря, владелец сказал, что ему больше не надо. И мы сейчас с вами заглянем в санузел. Он достаточно интересный, поэтому мы его сейчас с вами рассмотрим. Большой санузел, вернее, это душевая комната, да, в которой есть тропический душ, в которой есть простой душ, есть другие какие-то вещи, и где достаточно комфортно можно сидеть, как в хорошей бане, под горячей водой. И если, собственно говоря, пустить сюда пар, то получится небольшая влажная баня. Сейчас здесь у нас еще не установили мраморную столешницу, но мы здесь видим, прошу сюда, тоже биде со своим туалетом. Здесь у нас находится ванна, ванна со своим телевизором, со своими полками под полотенца, под халаты, под различные аксессуары, для того, чтобы можно было достаточно комфортно, скажем так, принимая ванну, смотреть новости или телевизор, или медитировать. Ну, места достаточно, поэтому, скажем так, были пожелания, мы эти пожелания выполнили.
Мы видим хорошее качество работы по плитке. То есть мы старались, чтобы это были не какие-то мраморные панели, потому что яхта все-таки моторно-парусная, требуется бороться за вес, поэтому толщина этих плиток от 4 до 5 миллиметров или до 6 миллиметров, сейчас точно уже не помню, но очень высокого качества. Это компания Валенсия нам, скажем, изготовила и смонтировала, в том числе и часть сантехники сюда пришла. То есть мы очень и очень довольны, потому что я разговаривал с мастерами, очень высокого уровня и качества эти работы. Ну и, скажем так, они находятся в верхней части комфортного изготовления сантехники. Ну, на сегодняшний момент я считаю, что мы обзор закончили. Думаю, что дней через 10 покажем вам что-то еще более законченное и интересное, потому что это тот момент, когда подготовка сделана большая для того, чтобы как можно быстрее мы начали монтировать все, что уже заготовлено. То есть мы сейчас должны увидеть достаточно быстро, как выходит наружу вся эта красота. Спасибо.